Если вы всегда мечтали учить английский за границей, но не знаете, с чего начать, то это видео для вас. А знали ли вы, что на английском языке говорят почти 1,5 миллиарда человек? Это официальный язык в 67 странах. И неудивительно, что миллионы людей по всему миру выбирают его для изучения. Вообще, если очень постараться, то в жизни все мечты сбываются. А еще я считаю, что учить язык никогда не поздно. К тому же, чем старше мы становимся, тем важнее тренировать память. И изучение языка – это отличнейшая тренировка для нашего мозга. Поэтому я решила поехать в Торонто и пройти интенсивный курс английского в Канаде. В сегодняшнем видео я поделюсь с вами своим опытом учебы в языковой школе в Торонто. Расскажу о том, как проходили мои занятия, покажу школу iLac, в которой я училась изнутри, прогуляюсь с вами по городу и не только, и также расскажу о местной культуре и еде. Уверена, вам будет интересно узнать, как проходит обучение за границей и какие возможности открываются перед теми, кто решается на такое приключение. Итак, поехали! Многие спрашивали, почему я выбрала именно Торонто для изучения английского. Ну, во-первых, североамериканский английский мы слышим повсюду. Это тот английский, который мы часто слышим в популярных песнях, фильмах, сериалах, ну и вообще везде, может быть, даже на YouTube. Учить английский полезно, если вы хотите чувствовать себя уверенно в глобальной среде. А еще я создаю контент на английском, и большинство моих зрителей именно из Северной Америки. Изначально, когда я думала, куда поехать, я выбирала между США и Канадой и остановилась на Торонто по многим причинам. Мне, во-первых, нравятся большие города, которые рядом с красивой природой. Торонто – это не только крупнейший город в Канаде, но и самое популярное место для туристов, ну и, конечно же, также один из самых безопасных городов в Северной Америке. Я читала про этот город много отзывов, и все говорят, что там довольно комфортно и спокойно. Ну и во-вторых, кроме того, для меня стоимость поездки тоже играла важную роль. Обучение и проживание в Торонто намного дешевле, чем в большинстве крупных городов США. И это особенно важно, если ты планируешь там длительное пребывание. Ну и, конечно же, я всегда мечтала увидеть Ниагарские водопады. Они, кстати, находятся всего в 2 часах езды от Торонто, и это отличная возможность съездить на выходных на эту потрясающую экскурсию. Ну и еще один плюс Торонто – это его международность. В городе говорят на более чем 140 языках, и можно встретить людей со всего мира. Кстати, в iLac, где я учила английский, я познакомилась с очень интересными людьми из разных стран, и с некоторыми из них мы даже стали друзьями и продолжаем общаться и созваниваться по телефону. Я летела в Торонто с Air Canada, рейс был из Франкфурта в международный аэропорт Пирсон. Полет у меня занял около 9 часов, но он для меня как-то незаметно пролетел, потому что я успела посмотреть 2 фильма, поспать, еще там нас постоянно кормили. Жилье я забронировала через Booking.com, и к броне мне еще и предоставили бесплатное такси. Водитель мне заранее написал по СМС, чтобы договориться о встрече, и когда я прошла паспортный контроль, я ему написала СМС, он приехал на территорию аэропорта, забрал меня, а еще по пути рассказывал много всего интересного о Торонто. Жилье у меня было, я бы сказала, потянет. Я изначально искала бюджетный вариант, да еще и такой, чтобы мне было всегда с кем-то поболтать и попрактиковать английский. Я не хотела где-то сидеть одна в комнате в отеле, и поэтому я нашла одноместный номер в студенческом общежитии университета Торонто. Там цена была очень приемлемая, а главное, находилось оно всего в 7 минутах пешком ходьбы от моей школы, где я училась. Комната была довольно просторной и, возможно, даже некрасивой, но я туда приходила в основном только ночевать, и поэтому меня это не совсем беспокоило. Я, в принципе, особо не заморачивалась, но второй раз я, возможно, бы туда больше не поехала. Кстати, языковая школа, в которой я училась, тоже предоставляет жилье. Можно выбрать проживание в семьях, если хочется больше общения с местными. Можно взять комнату на 2 и больше, если хочется жить с другими студентами. И, конечно, можно выбрать отдельное жилье с собственным санузлом. Но как было в моем случае. Я сначала забронировала билеты на самолет, затем я нашла себе жилье, а уже только потом начала искать языковую школу. Так что остановилась на своем варианте.
Ну и, пожалуй, один из самых интересных пунктов — расскажу про школу iLac в Торонто. Кстати, у них есть также филиал и в Ванкувере. Это одна из крупнейших и самых известных школ в Канаде, и поэтому выбор для меня был очевидным. К тому же они получили столько разных наград за свою работу, что меня, конечно, очень впечатлило. Я зарегистрировалась туда на курсы онлайн, там надо было заполнить регистрационную форму и отправить ее им. Кстати, обязательно вам оставлю все ссылки, которые найду в описании, и на мою школу, и на всякие развлечения, и другие места, которые я показываю в этом видео. И, конечно, не стесняйтесь, задавайте под этим видео вопросы, я постараюсь на все из них ответить. Вернемся к моему обучению. После того, как меня зарегистрировали, мне прислали ссылку на проверку уровня английского. И я сделала этот тест онлайн дома, и на основании моих результатов меня уже iLac зачислил в группу по моему уровню. Я общалась со специалистом Светланой, потому что выбрала консультацию на русском. Но, насколько я знаю, сотрудники поддержки у них говорят на разных языках мира, поэтому, если нужно, можно получить консультацию на любом удобном языке. В Канаду я приехала совсем одна, и сначала я немного переживала, как там все пройдет. Но на самом деле волновалась я абсолютно зря. Я после поездки с мужем даже шутила не раз, что за эти 2 недели у меня появилось столько новых друзей и знакомств, сколько за всю жизнь никогда не было. У школы iLac несколько зданий, но бизнес английский находится на Колледж-стрит. Небольшое отступление. Вокруг школы расположено несколько разных кофейн, и я очень любила взять с утра там кофе, чтобы взбодриться перед занятиями, потому что там, где я жила, там не было возможности варить кофе. Когда я пришла в первый день, то сначала подошла на рецепцию узнать, куда мне идти. Они там очень дружелюбные, со всеми вопросами помогают. Также мне с удовольствием объяснили, куда пройти, где мой класс. И, кстати, само здание меня тоже очень впечатлило. Потом я узнала, что все интерьеры зданий iLac были сделаны каким-то талантливым дизайнером. А еще, что мне особенно понравилось, так это то, что у школы есть несколько питьевых фонтанчиков на каждом этаже, по одному у нас было, и там можно было попить воду или свою бутылку наполнить. Также в школах есть место, где студенты могут разогреть свою еду, и тут тоже стоят столы, где можно пообедать. Классы здесь все примерно одинаковые в плане концепции, и большинство занятий у меня проходило именно в этом классе, который я вам сейчас показываю. Я его быстренько засняла перед занятиями, пока еще никого не было, чтобы вам показать. Обратите внимание, что столы тут стоят так, чтобы студенты сидели друг напротив друга. А еще мне очень понравилось, что никто не сидел на одном и том же месте, но еще и каждое утро садился в разные места. Да и преподаватель часто назначала рабочие группы среди студентов и смешивала всех нас. И это очень действенная техника, потому что так я быстро познакомилась со всеми учениками нашего класса и сразу начала себя чувствовать так, как будто я тут уже учусь 100 лет и также 100 лет знаю этих всех людей. В классах есть интерактивная доска, на которой нам учитель показывал слайды, и также там можно было что-то писать. В моей группе, вот что для меня огромный плюс, не было ни одного русскоязычного студента. Немцев тоже не было, и я считаю, что в этом плане мне очень повезло, потому что все время я общалась со всеми исключительно на английском. У нас было много студентов из Бразилии и Латинской Америки, и это, реально такие классные ребята, такие веселые. Я в них во всех просто влюбилась в хорошем смысле этого слова. Мы с ними постоянно вместе куда-то ходили после учебы, и было, конечно, очень круто не только практиковать английский, но и много смеяться и узнавать много нового о других культурах. Также были у нас интересные ребята из Китая, Кореи, Франции, Японии. И вот, например, с французским другом мы даже собираемся время от времени встречаться на кофе в Париже. Мы уже с ним даже один раз встречались на Олимпийских играх. Мне стало интересно, что думают другие студенты о iLac и Торонто, и поэтому я решила провести с ними интервью. Why did you decide to go to Toronto to learn English? Okay, first of all, because it's the famous city in Canada. I love the nature and an amazing cities, and Toronto, and especially Canada, have an amazing towns. In this place we can find different multiculturality.
You can make a lot of friends around all the world, and that is my best part of this experience. What do you like the most about ILAC? I like the teachers. They are Our teachers are amazing. yes. I have been with 3 teachers in all my stay here in Toronto. So the teachers are very interested for my learn. Why did you choose ILAC? I chose ILAC. It was a recommendation from a friend. I chose ILAC because to me it's the best school in Toronto, and it's possible to find different kind of courses, and there are a lot of nationalities. And what is your favorite part of the lesson at ILAC? To me, the best part is about the business course because you can learn English, grammar, but you can put these things in your career and your professional area. This school is nice because there are a lot of students from a lot of countries, and you can meet a lot of new friends and discover new culture. And the quality, of course, are nice. Grammar, speaking, business, and the facilities are nice. This building, for example, is very beautiful. What do you enjoy most about living in Toronto? Well, I'm in love with Toronto because here it's a safe place to live, and I can walk on the street and I don't have to be afraid of someone steal me or having something. And we have many things to do here, so I think it's a better city to try to learn English. I think what I enjoyed most is about this multicultural opportunity and also the safety. It's a really safe city, and this opportunity is one of the greatest of my life. What advice would you give to someone considering studying English in Toronto? If you're considering to come to Canada, be aware of your budget and your money, because if you spend a lot of money here, so you must be careful with the money. So plan your budget, and if you will come, you will be experience the most unbelievable experience here in Canada. Давайте я расскажу о моих преподавателях. У меня было 3 основных преподавателя, которые проводили уроки по бизнес-английскому, грамматике и разговорной практике. Все 3 были носителями языка, и я с уверенностью могу сказать, что я была в восторге от каждого из них. Например, моим преподавателем по бизнес-английскому была Аманда, и она всегда очень приятно и доступно нам объясняла материал. В начале каждого урока она нам всегда рассказывала сначала, что интересного будет происходить в Торонто. Также она спрашивала нас, чем мы занимались вчера или на выходных. И таким образом можно было набираться идей о том, чем заняться после уроков. Потом мы всегда разбирали какую-то бизнес-тему, много говорили. И, кстати, Аманда всегда задавала нам много вопросов, чтобы мы больше говорили. И мне кажется, в конце обучения я стала говорить намного увереннее по-английски, хотя училась я там всего 2 недели. Уроки разговорного английского у нас проводил преподаватель Сэм. В начале урока мы разбирали и тренировали новые слова на заданную тему, а потом обсуждали какие-то интересные вопросы на эту тему и практиковали слова в речи. Ну и, наконец, преподаватель по имени Бен тренировал с нами грамматику. Мне кажется, что грамматика – это одно из самых важных в изучении английского, и неважно, на каком вы сейчас уровне находитесь. Для каждого уровня всегда есть своя грамматика, потому что без крепкого фундамента трудно построить крепкий дом. Мне очень понравилось, что мы на уроке тренировали множество фразовых глаголов, которые часто используются в повседневной жизни. Мы также много практиковали их в различных контекстах, и это, конечно же, мне лично очень помогло их лучше запомнить и даже впоследствии постоянно использовать их в разговоре. Ну и помимо учебы у нас было тоже чем заняться. Просто очень-очень-очень классно, что школа постоянно организовывает разные бесплатные мероприятия для студентов. Поделюсь своим опытом. Я сама ходила на приветственную вечеринку для новых студентов. Она бесплатная, да, и нам также бесплатно давали напиток и кусок пиццы. Было очень весело, и я познакомилась там с интересными людьми из разных стран. И еще что мне очень понравилось, я ходила на вечеринку 30+. Там было очень много уже моих знакомых, мы отлично повеселились. Они нам там раздали такие номерные билеты и периодически, как в лотерее, разыгрывали бесплатное пиво.
У iLac в Торонто несколько зданий. Мне посоветовали побывать, пожалуй, в одном из самых необычных в кампусе Dream Building. Руководитель отдела продаж iLac Татьяна говорит по-русски, и я попросила, чтобы она провела для меня небольшую экскурсию по этому удивительному месту. iLac International Group – это большая международная языковая школа. Мы предлагаем программы для студентов, кто хотел бы улучшить английский язык для работы, для путешествия. Большая, конечно, аудитория студентов, которые к нам приезжают, Наталья, вы, наверное, с ними познакомились, это студенты, которые планируют поступать в колледжи и университеты в Канаде, так как у нас есть программа, называется она University Pathway Program, это подготовительная программа к колледжам и университетам, которая позволяет после окончания этой программы поступить в один из наших вузов-партнеров, а у нас их более 100, без IELTS, без TOEFL. У нас 4 кампуса в самом центре Торонто, в даунтауне, также у нас есть школа в Ванкувере. Татьяна, я еще слышала, что у вас все кампусы построены примерно по одной технологии, да? То есть вот одна концепция, что вот примерно вот одинаковые, ну или в одном стиле все классные комнаты. Дизайн у вас, кстати, очень интересный. Вы уже успели сфотографироваться на наших буквах Love? Да, кстати, уже успела сфотографироваться, и поэтому, может быть, вы покажете немножечко, как тут у вас все устроено, чтобы зрители моего канала тоже посмотрели. Как вы видите, все они сделаны в бутик-стайле, делал их известный дизайнер, чтобы создать комфортную атмосферу для студентов. Потому что приезжая, все-таки многие приезжают студенты надолго, чтобы студент чувствовал себя настолько комфортно и фокусировался только на своих академических целях. То есть очень много уникальных pieces of art. Картина Ван Гог сделана, если мы поближе подойдем, из карандашиков Креон. Из карандашиков. Вот. А с такой дистанции вы видите, что это картина. Но давайте посмотрим поближе. Таких pieces of art достаточно много в нашем кампусе. Смотрите на маленькие карандашики. Вот это да. Здесь студенты могут отдыхать во время перемен и общаться, потому что обучающий процесс он не заканчивается, когда вы покидаете классную аудиторию, он продолжается, так как студенты у нас приезжают из разных стран мира обучаться, эта практика очень необходима. Вот типичная классная аудитория, где занимаются наши студенты. У нас есть программа для взрослых, а минимальный возраст на эту программу 19 лет и выше, приезжают разные возрастная аудитория. А также у нас круглогодично есть программы для молодежи, начиная от 14 до 18 лет, и тоже они занимаются в этом кампусе. Один из моих любимых видов из классных аудиторий, где можно увидеть и красивую зелень, и природу Торонто, и также ощущение мегаполиса. Piece of art. Кто это, Наталья? Далай-лама? Да. А если вы поближе подойдете, вы его не увидите, увидите только маленькие буковки. И здесь можно прочитать разные inspirational words. Да, и сейчас Наталья хотела показать вам, пожалуй, мое личное самый любимый piece of art. Посмотрите, это Мэрилин Монро, которую я очень люблю, и эта картина сделана из маленьких кубиков Рубиков. Да. Следующий у нас piece of art, The Six, что это значит? Это неформальное название Торонто, да? Да, неформально, да. Из песни Дрейка, правильно, да. Мона Лиза сделана на колесе от велосипеда из таких маленьких ниточек. Вот прекрасное тихое место, где можно сделать домашнюю работу или посмотреть ваш канал в тишине. И где-то здесь. Молоток надо. Достаточно много у нас студентов из Европы, как вы видите, да, много из Латинской Америки, из разных уголков мира. Знаете, если говорить про iLac, я прямо очень жалею только об одном. Ну почему я поехала туда только на 2 недели? Это было реально лучшее путешествие в моей жизни. Всего за 2 недели я почувствовала, как подтянулся мой английский. И, конечно же, столько впечатлений, столько новых знакомств. А главное, просто незабываемый опыт жизни в одном из самых интересных городов мира.
Знаете, что самое классное? В Торонто можно весело проводить время и при этом не потратить много денег. Например, в Королевский музей Онтарио можно сходить абсолютно бесплатно каждый третий вторник месяца. Бесплатный вход начинается где-то с 4:30, но я вам советую приходить к 5, потому что к этому времени уже нет очереди на вход. В этом музее столько всего интересного, но меня особенно впечатлила коллекция камней, но там также есть экспонаты из древних цивилизаций, динозавры и даже мумии. В кино в Торонто лучше ходить по вторникам, потому что цена билета самая низкая. Мы с друзьями ходили на новый фильм, в то время был новый фильм, «На планету обезьян», и хоть обезьяны не особенно много говорили, было все равно классно попрактиковать английский. Еще я ездила на пароме на острова напротив Торонто. Я ездила в субботу и поэтому взяла дневной билет на паром. У них там, по-моему, если я не ошибаюсь, по выходным есть вот эта акция. Вид с него, конечно, открывается очень живописный. На самом острове можно купаться, хотя вода там, по моему вкусу, в конце июня была довольно прохладная. Я сама не купалась. Природа там, конечно, шикарная, ничего не сказать. Я взяла на прокат велосипед и объехала за час, или где-то за часа за полтора с паузами весь остров. Мне постоянно хотелось останавливаться, чтобы побольше насладиться разными видами. А еще я там встретила мини-черепашку и красивых бабочек. Можно сказать, для меня это было маленькое приключение. Кстати, и сам паром, и острова очень ветреные. На улице было градусов 27, но из-за ветра хотелось надеть кофту, которую я с собой не взяла и очень пожалела, поэтому, пожалуйста, берите кофту с собой. А еще в Торонто часто приезжают знаменитости, и я побывала на концерте Карлоса Сантаны. Я сначала думала, что не знаю, кто это, но зашла на его YouTube-канал, отфильтровала песни по самым популярным, послушала там 5 самых верхних, самых популярных и поняла, что, конечно же, я его знаю. Кстати, друзья, а давайте проведем небольшой эксперимент. Напишите, пожалуйста, в комментариях, знаете ли вы Карлоса Сантану. Билет мне обошелся в $40, потому что я его покупала через Groupon. На официальном сайте он стоил как минимум в 2 раза дороже. На концерте Сантаны я была с друзьями из Колумбии, и это было так классно и необычно. У них же, конечно же, язык там испанский, и они знают все его песни на испанском, они так прикольно пели. Тоже незабываемая эмоция — это то, что я смогла сходить на знаменитый бродвейский мюзикл «Wicked». Они там были на гастролях, как я поняла. Снимать шоу было запрещено, но это было самое красочное и впечатляющее представление, которое я когда-либо видела. Костюмы, музыка, декорации — все на высшем уровне. Билет я взяла самый дешевый, но видимость у меня была отличная, то есть вообще не пожалела абсолютно об этом. Ну и, наконец, самым незабываемым путешествием была, конечно же, поездка на Ниагарские водопады. Суточный билет на выходных стоит всего $10, и ехать в одну сторону у нас заняло примерно 2,5 часа с пересадками. Мы с друзьями там провели целый день с утра до вечера. Если бы было у меня побольше времени, возможно, я бы даже там ночевать осталась, но пришлось вернуться вечером. Водопады можно посмотреть сверху, а можно взять экскурсию на пароме и подъехать близко к самим водопадам. Так интересно, что паром с туристами в красных пончо с канадской стороны, а паром с синими пончо – это американские туристы. Я сначала сомневалась, брать ли эту экскурсию, но это было просто невероятно, вот вообще нисколько тоже не жалею. Но от водопада идет столько брызг, а рукава у пончо почему-то были только на 3/4, и у меня просто насквозь промокли рукава льняной рубашки, в которой я была. Я ее даже потом, знаете, вот так выжимала, и из нее просто вот лилась, как будто я только что в ней плавала. А один друг был в тканевых кроссовках, у него просто были насквозь промокшие ноги. Но на улице было тепло, и у нас все очень быстро высохло, ну или, по крайней мере, у меня. Guys, what do you think about the Niagara Falls? Do you like them? Yeah, I love it. It's a beautiful place. Look behind me. Yeah.
Daniel, what was your favorite spot? My favorite spot is here with these beautiful ladies. Yeah, beautiful. And what do you think about this place? It's beautiful. I love it. А вообще Торонто настолько мне понравилось, что я старалась гулять по городу при любой возможности. Я даже посмотрела, я там ходила каждый день более 20 тысяч шагов, представляете? Я жила довольно центрально, и поэтому могла дойти пешком до разных красивых улиц и парков, и постоянно открывала для себя новые районы и интересные места. Я по возможности также заходила на местные всякие маленькие рыночки, где можно было попробовать разные вкусняшки и даже пообщаться с местными жителями. Тут реально каждая прогулка может превратиться в настоящее приключение. В общем, Торонто и его окрестности – это место, где всегда есть что посмотреть и чем заняться. Торонто, ну уж очень интернациональный город, и неудивительно, что здесь представлена разнообразная кухня со всего мира. Тут можно попробовать блюда практически любой страны. Поэтому я решила отдохнуть от домашних обязанностей и вообще там ничего не готовить. Ну и к тому же, вообще-то, у меня и не было возможности готовить, потому что там, где я жила, на кухне не было абсолютно ничего. То есть там была микроволновка, но посуды никакой не было. Я всегда или брала еду на вынос, чтобы пообедать в школе или поужинать в кухне в своем жилье, или ходила в рестораны. Мне особенно запомнились 3 из них. Кто не любит японскую еду? Я лично ее просто обожаю. Мне удалось побывать в японском ресторане, где мы заказывали еду, и потом пришел повар и начал ее готовить прямо перед нами. Он нам показал целое настоящее шоу. Представляете, он сначала жонглировал ножами, а потом очень необычно разбивал яйца и пожарил с ними рис. Потом он сделал из этого риса надпись «I love you», подложил под сердечко лопатку и начал имитировать сердцебиение. Потом разложил рис по пиалочкам и начал его виртуозно нам предлагать, но подкидывать и закидывать в другую тарелку. В общем, не буду пересказывать все это незабываемое зрелище, но вот реально в конце мы ели безумно вкусный обед со стейком, морепродуктами, овощами и рисом. И это был один из самых незабываемых походов в японский ресторан в моей жизни. То есть и вкусно поела, еще и такое шоу посмотрела, что просто вау. Следующий незабываемый ужин у меня был в китайском ресторанчике. Я первый раз в жизни попробовала блюдо, хотя это даже не блюдо, а настоящая церемония. Кстати, тоже напишите, пожалуйста, слышали вы о ней раньше или нет, я первый раз. И эта церемония дословно переводится как «горячая кастрюля». В середине стола была выемка для 2 кастрюль с бульонами. Мы заказали разную еду, и ее надо было опускать в бульон, и когда она была готова, можно было доставать ее оттуда и есть. Ну правда, очень необычно и сильно вкусно. В этот день я была сначала на обеде в мексиканском ресторане около школы, в котором я побывала с одной приятельницей из Мексики, и там я попробовала мексиканское блюдо под названием «Вулкан». Это было сильно вкусно, но рассказать я вам хочу не об этом. Этим же вечером с этой же подругой мы отправились гулять в район Дистиллери и случайно попали в такой невероятно красивый и стильный ресторан, от которого у меня просто пропал дар речи. Какой там был необычный декор. Я сейчас даже хочу поехать в Мексику. Как же там было красиво. Мы там брали только закуски, но они были вообще тоже очень вкусные. Ну, конечно, Торонто — это рай для гурманов. Там каждый найдет для себя что-то по душе. Но время, проведенное в Торонто, навсегда останется в моем сердце. Это, пожалуй, было лучшее путешествие в моей жизни. У меня получилось улучшить свой английский, завести новых друзей и увидеть столько всего интересного. Торонто — это город, который полон жизни и возможностей. Друзья, расскажите, пожалуйста, в комментариях, а какое самое лучшее путешествие было у вас. Всегда интересно читать ваши позитивные истории, которые вдохновляют всех нас на новые приключения и открытия. Если это видео вам понравилось, пожалуйста, поддержите меня как блогера, поставив ему палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, кстати, кто еще не подписался. А сейчас я с вами прощаюсь. Пока-пока и до встречи на следующей неделе на канале 25 часов в сутках.